Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем? Я Оля. Мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Видео уже очень много, и поэтому они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Поэтому заглядывайте в плейлисты. Надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет и слова благодарности. Мои постоянные подписчики и зрители живут в разных городах, в разных странах, на разных континентах. Спасибо вам огромное. Я перевожу с переводчиком все ваши пожелания, все ваши отзывы. Это очень приятно. Я к вам сегодня с новым узорчиком. Называется он Alize Angora Gold Simli. То есть, видите, такими с блесточками. Новички, кто еще не вязал, кто еще не пробовал, кто еще сомневается, смотрите. По описанию. В 100 граммах здесь находится 500 метров. По составу 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. И рекомендует нам брать крючок от 2 до 4. Я данной пряжей вяжу уже давно. Узорчиков уже очень много. И я вяжу крючком номер 3. Вы для себя подбираете для своей плотности вязания, да, какой крючок будете использовать. А также я показываю узорчик на данной пряже. Вы можете узорчики вязать на любой пряже, какая у вас есть. Единственное, что читайте аннотацию, какой брать крючок. Угу. Еще не все узорчики красиво ложатся в определенных ниточках. Поэтому меняйте ниточки, пробуйте. Данные ниточки хорошо смотрятся в шалях, в палантинах. Видите? Но не ограничивайте себя, вяжите кардиганы, кофточки и так далее. Итак, цвет именно данных ниточек номер 40. В принципе, на камеру передается, как оно есть. Но мне кажется, вживую немножко ближе, чуть-чуть потемнее к сиреневому. Ну, в принципе, передается как есть. Итак, узорчик сегодня несложный. Узорчик сегодня легкий, простой. Схемки, к сожалению, нет, поэтому повторяйте за руками. Ну что, свяжем? Давайте. Итак, для начала смотрите ниточку, видите? Вот так вот, если немножко распустить, получается вот 2 ниточки обычные, шерсть акрил, и 1 ниточка металлическая. Угу. Не сильно пушистая, но вот эти вот небольшие ворсиночки новичков, они могут цепляться. Для новичков немножечко может быть неудобно. Но для опытных мастериц они уже привыкают, они знают, как правильно работать с данной ниточкой. Ниточка, в принципе, неплохая, но изначально не берите слишком тонкий крючок, так, новички. И когда будете вязать, просчитывайте четко, сколько петелек, сколько у вас будет столбиков, потому что распутать будет сложно данную ниточку. Возможно, но сложно. А так ниточка прекрасная. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика будет 9 петелек. Я наберу 37, то есть 4 раппорта 36 и 1 петельку дополнительно, чтобы красивый узорчик закончился. А вы смотрите, сколько будете набирать, больше или меньше. Итак, все как всегда. В начале петелька фиксации. А теперь 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее, как всегда с новичками, да, мы делаем вспомогательный дополнительный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках. Что это за ряд? Смотрим. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. У нас получился столбик с накидом. Далее накид. Следующий, получается, петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, 2 петельки. Еще один столбик с накидом. И так мы с вами шагаем в каждую петельку и провязываем столбики с накидом только лишь потому, что нам в дальнейшем будет намного удобнее вязать узорчик, когда мы будем с вами ходить по верхушкам столбиков, нежели по воздушным петелькам. У новичков сложнее получается это, нежели ходить по верхушкам столбиков. Согласитесь, да, кто был новичком, знает. Опытные мастерицы могут не вязать данный ряд, да, если он им не нужен, могут сразу же приступать к узорчику, то есть можете чуть-чуть перемотать. А новички, смотрите, сколько вы набрали воздушных петелек, столько должно у вас получиться и столбиков с накидом, понятно? То есть если вы набрали 40, то 40, если набрали 30, то 30, то есть сами себя контролируйте. Все, ничего сложного, единственное, что первый ряд всегда набирается чуть медленнее, чем все остальные, это у всех, не только у новичков, но и опытных мастериц, правда?
Итак, первые 3 петельки мы тоже считаем как столбик с накидом. Это имитация столбика с накидом. Смотрите, сколько я провязала столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. Все, провязывайте до конца ряда. Я тоже провяжу до конца ряда. В конце ряда с вами встречаемся. Договорились? Давайте, несложно. У вас получится. Так, смотрите, вот наша красивая дорожка. Да, получилось. Дальше приступаем непосредственно к самому узорчику. Итак, для начала делаем 4 петельки подъема. Будьте внимательны. 1, 2, 3, 4. Поворот. А теперь делаем одну воздушную петельку. Это будет петелька по узорчику. Итого получается, мы здесь с вами набрали аж 5 воздушных петелек. Далее что делаем? Опять будьте внимательны. 2 накида делаем. Так. И возвращаемся к этому же столбику, откуда мы только что начали провязывать воздушные петельки. Нырнули в этот столбик, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 1, 2 петельки, 2, 2 петельки, 3, 2 петельки. Это называется столбик с 2 накидами. Понятно? Еще раз. 2 накида. Сюда же ныряем. Делаем точно такой же второй столбик. Столбик с накидом. Вернее, с 2 накидами, да? И 2 накида. И сюда же еще раз третий столбик с 2 накидами. Просто пока повторяйте, потом принцип узорчика поймете. То есть у нас здесь получилось 4 воздушные петельки, 1 петелька воздушная по узорчику и 3 столбика с 2 накидами. Далее пропускаем 2 столбика. 1, 2, в третий нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2, в третий нырнули, столбик без накида. Далее опять 2 накида. 2 столбика пропустили, в третий столбик провязываем столбик с 2 накидами. 1, столбик с 2 накидами сюда же. 2, столбик с 2 накидами сюда же. 3. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять сюда же возвращаемся и провязываем еще 3 столбика с 2 накидами. 1, сюда же 2, сюда же 3. Вот у нас получается вот такой большой веерочек. Поняли, да? Что в самом начале мы провязали, получается, половинку этого веерочка. Все, дальше повторение. 2 столбика пропустили, в третий нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 2 столбика пропустили, в третий провязали столбик без накида. Дальше 2 накида, 2 столбика пропустили, и в третий столбик опять начинаем провязывать веерочек, состоящий из столбиков с 2 накидами. Поняли, да? То есть получается у вас будет веерочек, вот такая вот арочка, да, из воздушных петелек. Веерочек, арочка. Веерочек, арочка, веерочек, арочка до той длины, до которой вы решили сделать образец. Понятно? Самое главное, что все столбики у нас здесь будут в веерочках с 2 накидами. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наши блестящие веерочки. Как мы заканчиваем? Точно так же, как и начинали. Смотрите, вот получается после вот этой вот воздушной арочки, да, я, получается, провязала пол веерочка, вот, в 3 петельки подъема, воздушная петелька и последний столбик, да, там у нас было 4 петельки подъема, а здесь столбик последний с 2 накидами. Вот получается такой ряд. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Сюда же, в верхушку этого столбика ныряем, провязываем столбик без накида. А теперь внимательно. Делаем одну воздушную петельку и ныряем вот в эту арочку. Помните, у нас здесь была одна воздушная петелька. Нырнули и сделали тоже столбик без накида. Все. Далее, смотрите, делаем 2 накида и будем нырять вот в эту вот арочку из 3 воздушных петелек. Нырнули, вытянули ниточку и опять провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Опять 2 накида. Сюда же ныряем и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Это уже второй столбик с 2 накидами. И точно так же третий столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И точно так же опять возвращаемся в эту арочку и провязываем еще такие же 3 столбика с 2 накидами. 1, 2 и 3. То есть у нас формировался еще один вот такой вот веерочек. Видите? Вот.
3 столбика, 3 воздушные петельки, 3 столбика. Все в одну арочку. Далее смотрите внимательно. Перепрыгиваем вот к этому веерочку, а именно сразу же к арочке. В арочку нырнули, провязали столбик без накида, 3 воздушные петельки. И опять сюда же нырнули, провязали столбик без накида. Что-то вам напоминает, да? То есть мы провязываем точно так же ряд второй, как и провязывали первый. Немножко сместили. Поняли? Здесь у нас получается половинка вот этой вот воздушной арочки. Угу. Веерочек, опять арочка. Веерочек, арочка. Веерочек, арочка. Веерочек. И здесь будет половинка арочки. Поняли? Все, несложно. Давайте вот сюда провязывайте веерочек. Не забывайте, что вы провязываете со столбиками из 2 накидов. Все, несложно. Я вас встречаю в конце ряда. У вас все получится. Так, смотрите, вот такая вот блестящая красота получается. Как мы закончили ряд. Видите, после данного вот такого вот большого веерочка мы нырнули в эту арочку. Здесь была одна воздушная петелька. Провязали столбик без накида. Воздушная петелька, столбик без накида. Все, 4-ю петельку подъема. Далее будем повторять с вами самый первый ряд. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поворот. Затем помните, да, у нас одна воздушная петелька по узорчику. Итого 5 воздушных петелек. 2 накида. И вот наша арочка из одной воздушной петельки, которую мы здесь сделали. Мы будем нырять в эту арочку и провязывать наши пол веерочка. Помните, да, всего лишь только 3 столбика с 2 накидами. Итак, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Это первый столбик. Сюда же нырнули, провязали второй столбик с 2 накидами. И сюда же провязали 3 столбик с 2 накидами. Угу. И опять точно так же перепрыгиваем вот в арочку нашего веерочка. Столбик без накида, 3 воздушные петельки и сюда же столбик без накида. И все. И опять перепрыгиваем вот нашу арочку, вот в эту вот воздушными петельками, и провязываем опять веерочек, состоящий из 6 столбиков с 2 накидами. Поняли, да? Все. Получается, у нас узорчик состоит всего лишь только из одного ряда. На втором ряду он просто немножко смещается. Потом опять первый повторяет, третий, да? 5, 7, 9 и так далее. А четные ряды получается. Вот у нас 2, 4, 6, 8 и так далее. Все, узорчик состоит из одного ряда. Скажите, несложно, да? Зато будет красиво. Давайте увеличим образец несколько рядочков. Посмотрим всю прелесть этой красоты. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Посмотрите, как просто, да, но в то же время необычно получается. Вот такая вот красота. Красота у нас получается двусторонняя. Выбирайте любую сторону, которая вам понравится, и вяжите. Палантинчики, кофточки, кардиганчики. Меняйте пряжу. Берите летнюю пряжу, вяжите топики, маечки. Берите зимнюю пряжу, вяжите шарфики, снудики, да. То есть на ваше усмотрение. Узорчик очень классно тянется. Посмотрите. Вяжется очень просто. Видите, какая красота. Вот. Давайте замерим. Итак, набирала я, получается, 37 воздушных петелек. Если этим же, получается, пряжей, этим же крючком, это же плотность вязания, то это у нас получится, сейчас замерим, 22 сантиметра. Так, а здесь получается, смотрите, первый ряд наборный, да, а дальше каждый веерочек, получается, это один ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рядов и наборный 11. И смотрите, получается, за счет вот именно 2 столбиков с 2 накидами, да, рядочки немножко такие высокие. 14 сантиметров. Здорово, я считаю, да. Обязательно попробуйте, обязательно свяжите. А если вы возьмете пряжу, вот именно что, которая будет с металликом, да, будет блестеть, гляньте, как будет смотреться роскошно. Шикарно, я думаю, да. Жду ваших комментариев. Возможно, кто-то из вас уже данным узорчиком вязал. Рассказывайте, где вы применяли данный узорчик. Да, узорчик дырчатый, но ничего страшного, да. Если это будет какая-то летняя маечка, топичек, то, естественно, это будет, ну, под низом что-то у вас будет, да. Если это будет юбочка, тоже это будет у вас подклад. Если это будет платьишко, тоже шикарно будет смотреться. Возможно, это будет один из узорчиков, вы, например, будете вязать несколькими узорчиками юбочку, да. То есть это будет одна из частей, так скажем, тоже юбочки. Ну, в общем, идей много. Я надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди много новинок. И нажимайте на колокольчик, чтобы эти новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее спасибо большое. Нажимайте на плюсик, да, внизу справа, здесь под видео. Так вы сохраните видео в своем плейлисте и можете посмотреть в удобное для вас время.
Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.